Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать красную кирпичную стену в миниатюре. Я буду использовать большую штукатурную стену моего румбокса, которую я делала в одном из предыдущих видео. И в этот раз я буду использовать другую сторону этого листа. Сам пенокартон состоит из твердой пенистой губки, защищенной с обеих сторон несколькими бумажными слоями. Для начала я буду снимать эти слои, чтобы добраться до пенистой сердцевины. В этом мне поможет обычная вода. Смачиваю водой поверхность и немного жду, чтобы бумага пропиталась. Теперь беру наждачку, у меня это 80-е, и круговыми движениями скатываю слои. Это можно делать и, например, пилочкой для ногтей, или даже пальцем, кому как удобнее. Для примера я расчертила два образца кирпичной кладки. Первый вариант с кирпичиками 1 на 2 см, а второй вариант 7 мм на 2 см. Эти мне нравятся больше, их и буду делать. На самой стене делаю разметку по линейке. Горизонтальные полоски на расстоянии 7 мм, а по вертикали я отметила отрезки по 1 см, так как кирпичики будут идти в шахматном порядке. И для начала я расчерчу полностью горизонтальные линии. Вы также можете сделать простую разметку точками, не прочерчивая линии целиком. Но мне удобнее именно так, потому что по ним легче делать борозды. А после этого буду разделять кирпичики. Прикладываю линейку к отметкам и черчу линии через одну полоску. Затем смещаюсь на 1 см и рисую линии уже на других полосках, также через одну. А теперь буду делать рельеф. Беру какой-нибудь относительно острый предмет. У меня будет шило. Но это может быть вообще что угодно подходящее. Даже не пишущая ручка. И по линейке начинаю продавливать линии. Сначала горизонтальные. Давлю не глубоко, примерно на 1-2 мм. Как я и говорила, линии можно не рисовать, но мне точно без них будет сложнее. После горизонтальных принимаю за вертикальный. Главное не спешить и не запутаться в порядке полос. Вместо пенокартона можно взять толстый картон или даже пенопласт. В общем, подойдет любой твердый материал,
на котором можно оставить бороздки. И теперь мне хочется сделать кирпичики более рельефными. Возьму ту же 80-ю наждачку и еще немного пройдусь по поверхности. А в каких-то отдельных местах можно даже просто поковырять кирпичики, делая бороздки, щербинки и сколы. И теперь буду красить. Для своей стены я возьму акриловые краски. Для начала замешиваю серединный кирпичный цвет, который станет основой. Так как мой красный довольно холодный, мне понадобится много желтого. И теперь наношу краску. Добавляя больше воды, изменяя густоту краски и насыщенность цвета в разных местах. Оставляю до полного высыхания. Далее вмешиваю в красный разное количество черного и желтого. Затем в случайном порядке наношу новые цвета на отдельные кирпичики. Опять же варьирую густоту и насыщенность красок. Где-то можно закрашивать кирпичики целиком, а можно касаться только поверхностно. Даю стене хорошенько просохнуть. После этого остается прокрасить швы между кирпичиками. Можно взять тонкую кисть и аккуратно прорисовать швы. Быстро стирая краску в ненужных местах. А можно добавить в краску побольше воды и воспользоваться методом проливки. Вытирая краску с выступающих поверхностей. А если вы хотите немного состарить и запылить стену, то можно нанести белую краску и на сами кирпичики. За счет всего этого стена станет более приглушенной.
но цвета можно обновить, пройдясь оттенками красного по верхам полусухой кистью. И вот такая красная кирпичная стена для румбокса у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!